Привет! Вы на канале Усадьба Вегетарианца, и с вами Анастасия. Говорят, что зимой в деревне скучно, унылые серые дни, абсолютно нечем заняться, в общем, тоска смертная. Предлагаю вам сегодня поскучать вместе со мной и увидеть все своими глазами. Козы вышли поскучать. У нас опять дуют очень сильные ветра, поэтому я думаю, что на пару часиков и хватит. Сейчас они пробегаются. Скучать сегодня в козовнике у меня не получится. Я вчера у них убиралась. Зимой я убираю у коз где-то раз в 3 дня. Поэтому у них еще достаточно чисто. Нужно только подмести с полки, на которых они спят. Следующее мое зимнее развлечение – натаскать воды. И себе, и козам, и собакам. Козы очень избирательные животные в выборе еды и воды. Если вода чуть-чуть постояла, они ее уже не пьют. То есть им подавай вот свежую колодезную. Так что хочешь не хочешь, 2 раза в день нужно бегать на колодец. Следующий важный на сегодня пункт – добыть дрова. Вот эту машину дров мне привезли поздней осенью, поэтому дрова из нее абсолютно отказываются гореть. К сожалению, только на следующую зиму я смогу их использовать. Сначала просушить, потом использовать. А дрова, которые я могу использовать, находятся вот за этой снежной горой. Эту машину привезли летом, поэтому они хорошо просохли. Как вы помните, мне тракторист почистил абсолютно безвозмездно дорогу, сделал трассу. И вот как раз, где находится моя столбочка горбыля, в это место он нагреб огромную кучу снега. Но это побочный эффект. Мне не пришлось расчищать дорогу, ну а расчистить и найти дрова – это уже дело, это уже мелочь.
Ну вот уже более-менее четко виднеется горбыль. Уже можно какие-то доски взять. Кто-то скажет, почему я не заготовила дрова летом, как это всем положено. Не заготовила я их, потому что я достраивала сарай. Нужно было утеплить его к зиме, поставить печку, пристроить к нему сеник, дровник. А осенью я строила баню. Поэтому выделить время для того, чтобы напилить вдоволь на зиму дров, у меня просто не было возможности. Небольшой запас дров я здесь себе делаю, хотя бы на пару недель. Паш, аккуратнее можно? У нас тут перерыв на ланч. Утром варила сыр. Собакам достается сыворотка. Каждый по такой бодеечке. Ну а следующим пунктом нашего воскресного зимнего дня будет откапывание стройматериалов. За моей спиной под снегом сейчас не видно, но лежит стопка бруса 100 на 100, из которого я осенью хотела сделать навес, но не успела. А если я хочу перевести из города свой трактор пораньше, то затягивать со строительством навеса мне нельзя. Поэтому я решила сейчас попробовать откопать из-под снега брус, для того, чтобы он начал уже слегка подсыхать. Ну вот показался брус из-под снега. Оказывается, я его в том году прикрыла кусочками поликарбоната, уже и забыла об этом. Моля, Моля, можно аккуратнее? Мне тут помогают очень активно. Хочу вам сказать, что раньше я тоже думала, что зимой в деревне скучно, и зимой в деревне существует такое понятие, как долгие зимние вечера. Нет, его нет, потому что за день столько набегаешься, что уже хватает сил только дойти до кровати. А в будни еще никто не отменяет основную работу, которая у меня есть на удаленке. Надеюсь, что скоро наступит весна, начну осваивать трактор. Надо будет сажать огород, надо будет получать разрешение на строительство на поле, начинать стройку. В общем, этот год обещает быть насыщенным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.